В общем, друзья, я сейчас устанавливаю систему Манджарика на SSD-шечку, и здесь вот есть такая штучка интересная, как разметка диска. Ну вот я сейчас покажу. Фух, получается, вот рекомендация, ну, смотрите, получается, у меня то основной раздел будет корневой, потому что у меня еще один диск есть, мне хом не нужен. И здесь у меня установлена файловая система Brute Force, это вот BTRFS, сейчас я покажу, как бы вообще вот это вот. Но так как я выбираю шифрование, почему-то включается потом люкс. В общем, такие дела. И так как у меня BIOS, то он советует сделать вот такую вот штучку, неотформатированный 8 мегабайт, вот это вот нужно выбирать, он formatted, и BIOS grab флажок включать. И swap, ну тут остается там 9 гигов, файл подкачки типа. Ну и здесь, конечно же, нужно выбрать SSD-шечку, которая будет основной загрузчик. На нее установлен как бы. Есть еще этот, но он мне не нужен. Вот, и попробую как бы установить, потом продолжу видео. В общем, посидел, покумекал и накумекал вот такую вот штучку. Тут, оказывается, еще есть люкс свап. То есть, если вам нужен диск шифрования, можно выбрать люкс свап, а не просто свап AX4, да? То есть, можно люкс свап выбрать, и его можно даже шифровать. Это круто. Я, правда, вообще не шарю в этом, но, наверное, это правильно. Значит, друзья, все-таки я разобрался с этой ерундой со всей. Получается, что нужно сделать, чтобы установить систему на свой SSD-диск. И в моем случае я не переносил все со старой системы, которая у меня была на HDD просто, на новую систему, которая у меня сейчас на зашифрованном SSD-диске. Фух, вот такие вот получаются дела. Просто я на этой системе, на старой, как бы, которая на HDD, больше экспериментировал, там устанавливал всякие пакеты, которые не нужны, я вообще их не знаю, поэтому я решил все поставить, на свежий, как бы, SSD, поставить свежую систему. И, как уже указывал ранее, выбрал параметры, там всякие при установке именно по разметке диска. И сейчас хотел бы вам объяснить, в чем, собственно, преимущество brute force этого, или как это назвать, эту систему. Получается, она имеет достаточно привлекательные характеристики для SSD-шечки, особенно, наверное, которые позволяют создавать, например, вот снимки TimeShift просто мгновенно. То есть вот если я сейчас нажимаю кнопочку «Создать», то, как видите, он создался. Все. Здесь вот в настройках есть, допустим, справочка, где все вот это вот написано, как бы все эти объяснения, поэтому, если что, вы можете почитать. Также, что интересно, при загрузке системы, так как я выбрал как бы шифрование на уровне операционной системы, нет, на уровне диска получается, как бы на уровне BIOS фактически шифрование, то есть BIOS загрузился и идет сразу, потом у меня экранчик со вводом пароля. И, соответственно, загрузился BIOS, потом такое сообщение появляется здесь, если вам, допустим, значит, если вам необходимо шифрование SSD-шечки, именно то при установочке там вводите парольчик, как я показывал, в принципе, при выборе раздела. И после загрузки BIOS вам нужно будет как бы разблокировать этот первый сегмент. И получается все. Потом выводите пароль, допустим, какой-то свой пароль ввели, и у вас потом появляется окно уже граба. Либо если вы выбрали как бы не показывать это окошко, то сразу идет загрузка операционной системы, и если вы, допустим, выбрали без пароля вход в операционную систему именно, то загрузится все. А так, в принципе, я потратил около где-то, наверное, часа 2-3
на то, чтобы установить все программы, которые у меня там были раньше. Это вообще никакого труда не составило. То есть фактически я не вижу необходимости в том, чтобы переносить именно старую систему с HDD на новую. Ну, по крайней мере, в моем случае так. Но, опять же, смотрите, дело в том, что когда вы будете делать снимки в таймшифт, а их как бы, ну, желательно вообще делать, то они же на SSD-шке именно, когда делаются вот на мгновенно, они остаются и на ней. И поэтому я еще выбрал создание этих снимков через не Brute Force, это, ну, я не знаю, как это назвать, BTRFS, это, а еще и через AirSync, но, естественно, на другом разделчике. Здесь вот у меня на этом. Вот, и поэтому, допустим, ну, в случае, конечно, в очень плохом случае, если полетит SSD-шка, то у меня будут сохранения на HDD. Вот такая вот штука. Ну, а так, в принципе, конечно же, по скорости, естественно, отличия есть, то есть все очень быстро загружается, тьфу-тьфу, закрывается, и ожидание, вот когда, допустим, нажимаете кнопочку завершения работы, там, ну, фактически оно достаточно быстро. Единственное, у меня был такой косяк, получается, у меня уже ушатанный немного блок питания, и 8-терабайтный тут винт стоит, и плюс немножко разогнанный процессор, ну как немножко с 3 ГГц до 4, ну фактически это, наверное, множко. И были такие моменты, что SSD-шка, то есть, ну, она тупо зависала, как это бывало и на двух подключенных винтах к компу, то есть обычные винты, если HDD подключены у меня, два, один старый, другой новый, то бывало такое, что операционная система просто зависает и все. Но с SSD-шкой вопрос уже немножко по-другому решается после перезагрузки. То есть, когда вот это вот зависание происходит, не хватает питания, получается, видимо, и зависает система. После повторной загрузки мне писала там read error и всякие там еще ошибочки были, и потом типа нажмите клавишу любую для продолжения, но в итоге ты нажимаешь эту любую клавишу, и она тебя ведет на такое черненькое окошко, где тут, ну, как бы граб, но уже такой более простой, с простой оболочкой, и ты нажимаешь, допустим, выбрать ядро там другое или еще что-то, но оно все равно ничего не загружается. И в итоге мне пришлось делать так. Я взял, поменял местами, получается, гнездо, где сейчас воткнут SSD, именно его как бы общение с материнской платой, вот это вот гнездо, как оно там называется, SATA порт этот. Я его в другой порт переткнул, и только тогда он опять загружается. А если как бы не сделать эту операцию, то ну, как бы ничего не происходит. То есть все такое впечатление, как будто и ему ничего не поможет. Я и загружался из USB флешки, ну, манжарика, естественно, и там он даже иногда не определялся, иногда определялся, ну, то есть из нехватки питания, то есть, может быть, у вас тоже такая дичь возникнет. И эту ситуацию я разрешил тем, что разогнанный процессор чуть-чуть понизил, ну, где-то процентов на 20, наверное. Ну, фактически, в принципе, до того состояния загнал его, когда он не разогнанный, единственное, там чуть добавил. И вроде бы пока тьфу-тьфу все пашет. Ну и, собственно, показываю, как он выключается сейчас и как он включится. Когда на HDD, вот он уже выключился, и сейчас он включается. Когда на HDD загружаешься, короче, с HDD, то получается, что-то он... Потом при выключении он мог очень долго выключаться, если особенно ты там открывал много-много программ. Вот. А с SSD-шкой, ну, чуть-фу побыстрее, конечно. Вот, как видите, сейчас он загрузился и пишет мне, типа, введите там мастер кей. Сейчас я...
пароль, в общем, ввел, и сейчас он напишет slot 0 opened. А до этого здесь же выскакивали вот эти вот ошибочки, которые я вам говорил. Ну, сейчас я, наверное, их где-то там найду и добавлю видео. И, как видите, уже здесь манжарик. И получается, если были те ошибочки, то я нажимал здесь дополнительные параметры эти, выбирал другое ядро, соответственно, ничего из этого не помогало, и оно как бы по кругу гоняло меня туда-сюда. Но, как я уже упоминал ранее, решил я это тем, что, во-первых, попробовал отключить, у меня просто еще третий USB-шный диск есть внешний. Я его отключал, вроде бы как оно работало, но потом как бы перестало работать. И мне пришлось убрать разгон процессора. И вот он уже включается. Ну и тут надо ввести там такой пароль. Пойму, что оно, блин. Жесть, короче. Ну, ладно, я думаю, вы меня простите за это. Настраивайся. Ну и, короче, в принципе, вы видите, да, SSD-шечка, она рулит просто и бибикает. И как бы сейчас, получается, занято там, ну, совсем чуть-чуть. Свободно 95 гигов, учитывая, что я, ну, в принципе, все такие программы, которые нужны мне, я поставил. Ну, а так, в принципе, наверное, все, ребятки. Удачки всем.